Всем привет! Продолжаем изучение мода Mana Interface. И давайте создадим собственного голема. Нам понадобится 8 кристаллов химерита любого цвета, верстак из этого мода, части тела голема и заклинание, которое можно выпустить. Итак, создадим голема. Ставим этот верстак. Вокруг него ставим кристаллы химерита. Теперь запускаем заклинание в кристаллы. От типа заклинания будут зависеть характеристики голема. Выкладываем голову голема, 2 руки, торс и ноги. Нажимаем ПКМ и наблюдаем. И вот, голем создан. Заставим его срубить для нас вот это дерево. Нам понадобится путеводная звезда, несколько рун маркировки и управляющий стержень. Ставим путеводную звезду недалеко от голема и место, где он будет работать. И в этом интерфейсе мы можем настроить, что и как будет делать наш голем. Придумаем для него алгоритм. Первым делом настроим движение. Голем должен куда-то идти. Затем он должен что-то рубить. После этого опять должен куда-то идти и, допустим, ждать 5 секунд. И это все будет зациклено. В первую очередь необходимо поставить маркировку его старта. Здесь он будет начинать свое движение. Это будет стартовая позиция. Затем он будет бежать вот сюда. Будет подбегать к дереву. Затем будет рубить его тут. Теперь тыкаем стержнем по голему и по путеводной звезде. И вот он его срубил. Вернулся на место и побежал повторять эти действия. А сейчас я покажу, как проводить ритуалы на примере создания частицы Земли. В кодексе Арканы находим рецепт крафта частиц. И вот так можно закрепить эту схему. Конкретно для данного ритуала есть условия. Он должен проводиться глубоко под землей, на высоте меньше, чем 10. Теперь нам необходимо начертить этот ритуал так, как у нас показано в подсказке слева. Начинаем чертить. Начертили. Тыкаем очищенной винтиум пылью по центру. Теперь видим, какой предмет куда надо положить. Раскладываем предметы для ритуала. Еще раз тыкаем пылью. Ритуал начался. Теперь нужно доказать, что ты волшебник. Волшебной винтиум палочкой чертим такие же фигуры, как на экране. И вот у нас создалась частица Земли. Можем использовать ее для дальнейших целей. Теперь найдем источник Элдрина. Нам понадобится мазь, дающая зрение Элдрина, либо мазь зрения источника. И еще вот такой стержень источника. Итак, используем вторую мазь на ПКМ, после чего мы начнем видеть источники. Чтобы было проще найти источник, используем эту палку. Она будет постоянно наводить наш взгляд на источник, в каком бы направлении мы ни шли. Вот, собственно, и источник. Чтобы обуздать источник, нам понадобится рефракционная линза, 4 колонны источника, 8 каменных ступеней арканы, 4 каменных плиты арканы, 4 химеритовые линии, 4 химеритовых угла, 4 химеритовые колонны, 1 точеный химеритовый камень и 12 цепей. Ставим линзу, после чего у нас появляется визуализация постройки. Теперь ставим нужные блоки.
И вот мы построили обуздатель источника Элдрина. Теперь построим элдринский алтарь. Нам понадобится 8 пьедесталов, 1 алтарь Элдрина и 1 или более элдринских каналов. Ставим алтарь в центре. По краям пьедесталы. И на расстоянии до 7 блоков ставим канал. Конструкция готова. Итак, как же пользоваться нашим алтарем? Сейчас рассмотрим. Допустим, мы хотим создать большую частицу земли. Тут нам нужны 2 обсидиана и частица земли в центре. И мы тут видим, что нам нужно 20 земляного Affinity. Чтобы проверить, сколько у вас энергии, заглядываем в Oculus. Во второй сверху вкладке Affinity видите, сколько энергии у вас есть. Итак, ставим частицу в центре, обсидиан по краям и тыкаем ПКМ. И вот происходит крафт. И большая частица готова. Каждому юному магу приходится выбирать фракцию. От выбора фракции зависит святилище, какие мобы будут агрессивными и дружественными, какие заклинания и артефакты можно создать. Сейчас покажу, как это сделать на примере фракции огня. Находим ритуал Пылающего Ада. Понадобится частица огня и алмазы. Закрепляем ритуал. Конкретно этот ритуал проводится только в аду, потому что мы будем призывать демона огня. Активируем ритуал и доказываем демону, что мы сильны в геометрии. Ну или почти сильны в геометрии. И вот появился демон с протянутой рукой. Ему нужно дать частицу огня. Немного колдовства, страшных заговоров демоническим голосом и... Теперь мы состоим во фракции огня. Всем спасибо за просмотр, не забывайте играть на наших серверах.